Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Очень вам рада всем. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши подписки, за ваши комментарии и лайки. Читаю все комментарии, очень важно ваше внимание. Спасибо вам огромное. Сегодня решила сделать расклад на такую тему. Прогноз на октябрь. Чуть с запозданием снимаю его, этот прогноз, да. Много было работы. Я надеюсь, что вы все увидели, в вкладке сообщества я опубликовала, что уже открыта, вернее, уже практически закрыта запись на годовые расклады, да, расклады по прогнозу на следующий 2024 год, где раскладываются карты по месяцам, смотрятся основные вопросы, интересующие вас, да, длительность консультации там тоже прописана, пожалуйста. Осталось всего несколько мест, кто хочет успеть, чтобы потом вы не переживали, не обижались на меня, что не знали. Да, я вас предупреждаю, очень мало осталось возможностей заказать такую личную консультацию онлайн со мной. Вот. А прогноз на октябрь месяц я сейчас буду делать для огненных знаков. Огненные знаки — это у нас Овен, Лев и Стрелец. Решила немного изменить формат, да, расклада, сделать более конкретно по знакам зодиака. Многие очень просили чуть-чуть изменить, сделать такой формат. Пока отдельно по каждому знаку не готова делать расклады. Почему? Объясню. Потому что активность не очень большая на длительных раскладах. Да, вот многие пишут в комментарии, что очень люблю ваши длинные расклады, очень люблю длинные расклады. Но статистика, к сожалению, показывает, что длинные расклады мои смотрятся с неохотой почему-то, да, и мои подписчики регулярные их не смотрят. Вот, поэтому посмотрим, как сейчас будет. Надеюсь, что вот этот формат вам больше понравится, будет большая активность, вы будете этим видео делиться, да, потому что, буду делать выводы по количеству просмотров, снимать на следующий месяц также вот по стихиям хотя бы, да, по 3 знакам зодиака, либо, опять же, делать общий прогноз просто на месяц для всех. Ладно, это было отступление. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, мои дорогие овны, львы и стрельцы, огненные, яркие женщины, мужчины, страстные, уверенные в себе, да. Я люблю огненные знаки, мне они нравятся. Мне нравится с ними общаться, очень они интересные, очень мне они импонируют. Итак, давайте посмотрим. Буду смотреть, наверное, на нескольких колодах. Думаю, так будет вам интереснее. Итак, общая атмосфера месяца. Посмотрите, будете принимать какие-то решения, либо, может быть, договариваться с кем-то здесь, находить компромисс с кем-то, искать этот компромисс, искать какое-то решение, старший аркан, да, что-то договориться о каком-то начале, возможно, да, либо попробовать заново что-то, найти какие-то компромиссы с кем-то, да, чтобы начать все сначала. Новое дело, новые отношения, да, может быть, будете планировать поездку, а кто-то, может быть, здесь будет планировать зачатие, да, и над этим работать активно, общая атмосфера месяца. И думать о деньгах, да, заниматься, думать о том, как заработать, может быть, как получить эти деньги по договоренности, по каким-то договорам, да, как принять решение по поводу учебы, может быть, тут тоже. Либо, может быть, касательно детей какие-то принимать решения. Так, давайте еще одну карту я здесь дотяну, посмотрим, что еще общая атмосфера месяца. Вы знаете, финансовая карта тоже выходит, что в
принципе, финансы будут достаточно стабильны. Но, может быть, не стоит тратить очень сильно, да, делать крупные вложения, стоит очень все хорошо обдумать, да, проверить все бумаги, как я вам сказала, да, вот не кидаться с головой в первое попавшееся предложение, не очень сильно поддаваться эмоциям, да, что, например, ой, все понравилось, покупаю, пусть крупное, пусть у меня там нету, займу, возьму, заработаю. Вот нет, подумайте, говорят нам карты. Давайте возьмем другую колоду, посмотрим, что на ней нам покажут. Так, вот эту колоду я тоже очень люблю. Таро Золотого Колеса. Это была Таро Провидцев колода, это Таро Золотого Колеса. Так, давайте, что здесь для вас? Овны, львы и стрельцы. Отшельник, смотрите, захотите побыть одни, может быть, на какое-то лечение отправитесь, может быть, отдыхать, да, в одиночестве отправитесь. Здесь также, может быть, просто захотите очень хорошо подумать, в чем-то разобраться, что-то очень тщательно взвесить наедине. Здесь понадобится время быть одному, потому что вот решение будет очень сложно принять, делать выбор, принять решение какое-то, да, это решение будет даваться очень тяжело вам, нужно будет тщательно будете над ним думать, потому что не готовы его принять. Это касается, может быть, какого-то развлечения, какого-то праздника, отдыха, у кого-то свадьбы, да, у кого-то какого-то юбилея, может быть, события какого-то. Либо, может быть, здесь у тех, кто знает, нужно будет принимать решения по отношениям в любовном треугольнике, да. Здесь тоже такое может быть, и это решение, ну, вы не готовы сейчас принять, и в октябре его тоже принять будет сложно. Вот видите, но все будет двигаться к улучшению, мир здесь, да, к завершению какого-то этапа и обретению, переходу на лучший этап вашей жизни, да, где вы будете выбирать между прошлым и будущим, между негативным и позитивным, да, между светлым и темным у кого-то будет идти выбор, да, между болезнью и выздоровлением, здоровьем, между печалью и радостью. Вот так вот, да. У кого-то здесь действительно будет касательно поездки, далекой поездки, может быть, переезда, да, дальнего переезда от вас. Здесь тоже будете думать, взвешивать, выбирать. Так, давайте возьмем следующую колоду. Таро Колесо года называется. Вот карты перевернулись. Но в движении будете находиться, да, высшие силы будут вас вести, будете находиться в движении, будете действовать, знаете, как вот начали, и все пошло, и все сложилось. Ну вот опять тройка чаш. Вы видите, тройка кубков, тройка чаш. Все-таки либо это касательно все-таки отношений с третьими лицами, отношений втроем каких-то, может быть, деловых отношений втроем, может быть, это ваши 3 ребенка, да, может быть, там 3 сестры, 3 брата, у кого что, да, у кого-то любовный треугольник, у кого-то праздник, у кого-то какое-то торжество, да, торжество по поводу рождения ребенка, рождения новой жизни здесь, да, зачатие может быть. Что еще? И опять отшельник. Посмотрите, карта повторяется. Нужно будет все-таки побыть одному, как-то, может быть, где-то, да, у кого-то, может быть, здесь, да, кто занимается процессом зачатия, ну, придется побыть какое-то время в лечебном учреждении, чтобы все успешно произошло. Здесь такое тоже может быть. Вот, вы знаете, но нужно быть аккуратным со здоровьем, нужно быть аккуратным, в принципе, с окружающими людьми, потому что некая
некий обман здесь может быть, некая агрессия, обман, направленный в ваш адрес, может быть, с кем-то конфликт даже будет, но он хорошо разрешится, не переживайте этот конфликт. И очень у многих зачатие должно произойти, кто ждет этого, вот такой канал открылся, и разрешаться какие-то проблемы, которые беспокоили вас долгое время, которые заставляли вас отстраняться, впадать в депрессию, переживать. Может быть, у кого-то будет поставлен диагноз, которого вы боялись, да, но окажется, что все не так, все гораздо лучше, и разрешится ситуация. Видите, какая-то новость поступит к вам. Может быть, кто-то ждет новости от мужчины, да, такого вот прекрасного, серьезного мужчины. Должен мужчина дать о себе знать, выйти на связь. Мужчина здесь земной стихии проигрывается, кому интересно. Возьму я, наверное, еще одну колоду. Вот Таро ангелов у меня есть колода. Сейчас мы посмотрим на ней. Давайте мы на ней посмотрим, знаете что? Общий совет для вас на этот месяц. Посмотрим на этой колоде. Я ее не подготовила, к сожалению. Вот. Давайте посмотрим. Общий совет для 3 знаков. Овен, Лев, Стрелец на октябрь месяц. Советы. Ух, не переживайте так сильно, не страдайте. Очень тяжело вам может быть от чего-то. Вы чего-то боитесь, от чего-то устали, да, но почти уже все преодолели на самом деле. Да, вот этот тяжелый этап переживаний, борьбы, да, он должен закончиться. Вы выйдете победителем, вы все сможете, посмотрите. Вы преодолеете эти препятствия, вы защитите себя. Вы оградите себя, вы добьетесь того, к чему стремились. И посмотрите, и у многих здесь будет встреча с любимым, обретение счастья, да, воссоединение пары, воссоединение семьи. У кого-то здесь будет принятие решения. А у кого-то, может быть, и двойня здесь, да, будет. Тоже такое может быть. И давайте, знаете, что я сделаю? Я сейчас достану карту совета для каждого из знаков. Давайте, карта совета для овнов. Ух, боритесь. Чуть-чуть осталось. Не сдавайтесь. Напишите, чего у вас это касается. Это борьба. Борьба с собой, борьба с окружающими, с обстоятельствами, я не знаю, с болезнью, может быть, у кого-то с какими-то органами по документам, может быть, борьба. Вот боритесь и не сдавайтесь, и вы сможете всего достичь. Посмотрите, высшие силы на вашей стороне, они ведут вас и охраняют. Это был совет для огнев. Давайте совет для львов. Львы. Львы, посмотрите, какая хорошая карта. Рыцарь Пентаклей, тот, который был у вас. Получите какую-то новость, либо, может быть, объявится какой-то мужчина, молодой человек в вашей жизни, да, либо просто объявится, даст о себе знать, выйдет на связь, может быть, какие-то деньги поступят вам. То, о чем мечтали, может начать сбываться мечта, либо сбудется мечта, либо, может быть, вы обретете новую мечту, какие-то построите новые планы, да, в связи с вот новым обучением, в связи со знакомством с этим человеком, в связи с приходом денег, да, и посмотрите, и будете чувствовать себя шикарно. У львов здесь может быть и зачатие, и планирование брака, и планирование семьи, и, может быть, будете думать, как вложиться себя в свое обучение, в свое развитие, в свою красоту, в свой гардероб даже, может быть, да, в октябре. Может быть, задумаетесь о покупках на зиму, к праздникам, уже к новогодним. Ну и стрелец. Давайте посмотрим. Стрелец. Вот это ваша карта, да, на октябрь. Будьте решительны, будьте вот такой вот королевой мечей. Защищайте себя, не давайте себя в обиду, ограждайте себя от всего. Вы посмотрите, у вас на подходе новый шанс,
новый шанс, новые денежные, может быть, поступления, что-то абсолютно новое, может быть, новая идея, может быть, новое знакомство, то, чего вы ждали. Скорее всего, это касается денег. Да, вот не бойтесь, двигайтесь, действуйте, решайте вопросы, потому что вы на пути к новому какому-то достатку, к новым деньгам. Ну, вот такой расклад получился. Не хочется делать его очень долгим. Напишите, как вам такой формат. Понравился, не понравился, интересно, не интересно, когда разные колоды, когда по 3 знакам зодиака одной стихии, да, с конкретным советом для каждого. Напишите, пожалуйста, комментарий. Ну и спасибо, если будете писать комментарии, как проигрываются мои расклады, чего у вас касается, как это проигрывается. Это очень важно в моей работе. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.